Привет, друзья! Просыпайтесь, усаживайтесь поудобнее, протирайте пыль со своих экранов и мониторов, прибавляйте звук. Будем смотреть про Монблан, высшую точку Европы и просто красивый пик, на который хочется возвращаться снова и снова. Наберитесь терпения. Монблан – это не семитысячник, но поверьте, процесс восхождения на него не менее увлекателен и разнообразен. А тот факт, что эти места являются родиной альпинизма, и та инфраструктура, которая создана здесь за сотни лет, дает мне право рассказывать и восхищаться дольше обычного. Вон, видели, какие приюты? Я вообще обалдел, когда первый раз, еще как на даче. Не удивляйтесь, если формат некоторых серий покажется вам странным, вы скоро поймете, что он логичен. Ведь зачем мы идем в горы? У каждого свой ответ на этот вопрос. И в нашей тесной команде каждый участник ответил на него. Поэтому показать процесс восхождения от лица каждого участника – моя программа «Максимум». Приступим. Ну, во-первых, меня обманули, начнем с этого. Однажды в конце лета моя повзрослевшая дочь Женя позвонила и сказала: «Папа, я хочу в горы, что посоветуешь?» Это стало приятной неожиданностью. 7 лет она жила отдельно, и тут представилась возможность провести вместе с ней некоторое время в той среде, от которой меня прет. Научить чему-то ее и поучиться самому. Насладиться общением, которого нам так не хватает. Однако ситуацию осложняло то, что рюкзак она видела только на картинках и в моих видосиках. Правда, со спортом была знакома. В детстве занималась плаванием до 7 класса. Я на самом деле пошла с чистым запросом, потому что меня все задолбало. И я хотела, чтобы побыть в состоянии, когда сложно, но когда слишком по-другому работает голова. Вот. Я стал рассказывать ей про Непал. Мол, это лучшая страна, с которой нужно начинать общение с горами. Но потом понял, что Непал – это минимум 2 недели. А значит, Непал – это без меня. И я решил позвонить Руслану. И, о чудо, у него в планах был Монблан на начало октября. Правда, в группе еще не было желающих. Я описал ему горный опыт Жени и спросил, что он думает о ее шансах. Он сказал: «Не ссы, за уши затащим на вершину». И не такие поднимались. О Монблане я имел весьма смутное представление. Кроме его высоты 4810, видел несколько видосов и явно недооценивал всех прелестей и сложностей этой горы. Поэтому я стал убеждать Женю, что этой осенью Монблан лучшее, что может с нею случиться. Я скинул ей посмотреть пару видосиков, блог Мирославы про сольное восхождение летом, но так как она из-за недостатка времени все читала и смотрела невнимательно, сомнения в ее душу, если и закрались, то весьма минимальные. А для тебя, Женя, в чем кайф горы? Главное это... Зачем ты сюда поперлась? Единственное, что она спросила, почему, если гуглить Монблан в октябре, в выдаче только ссылки Уральского высокогорного клуба и Руслана Калунина. Я пояснил, что в октябре не сезон, и кроме русских и поляков на гору никто не ходит. Правда, ее это нисколько не смутило, и решение было принято. Сказка! Пропасть в этих горах только дурак может, судя по всему. Там даже пуховое одеяло есть. От себя добавлю, что славян вне сезона, кроме экстрима, возможности проверить себя на прочность, конечно же, привлекает низкий бюджет поездки. У нас он получился такой. Авиабилет Екатеринбург-Москва-Женева около 350 евро. Автобус до Шамани 19. Отель Ла Кро-Бланш, двухместный номер, 3 ночи по 60. 180 на человека 90. Продукты 50. Донат в приюте Гуте 5. Итого 514 евро с человека. Или 164 без авиабилета. Оплата гиду это всегда индивидуально, поэтому эти расходы я в бюджет не включил. Мы первые в этом сезоне, ничего страшного. Как бы то ни было, все срослось, и 5 октября мы вылетели в Женеву.
встреча в аэропорту. Куда летим? Да, Женева, Шамани. Меня часто спрашивают, а есть ли места на планете, куда бы я хотел вернуться. Вот Шамани – это одно из тех самых прекрасных мест. Самый короткий путь до Монблана лежит через Женеву. 3 часа от Москвы самолетом, и вы в Швейцарии, на берегу Женевского озера. В хорошую погоду вершину Монблана можно увидеть из Женевы. Тут-то еще лето. А что, мы начинаем свой путь в гору? В мире гор. Женя начинает свой путь в мире гор. Походом сразу же на Монблан. Ну как? Нормально. Не боишься? Ну, сыкотно немножко, ничего уж делать. Из аэропорта Женевы до французского курорта Шамани каждые 2 часа ходит автобус Бла-Бла-Бас. Если билеты покупать в интернете, они обойдутся в 19 евро на человека. Октябрь – промежуточный месяц. 25 сентября закончился летний альпинистский сезон, а горнолыжный еще не начался. И в автобусе с нами ехало не более 10 человек. Через час 40 мы прибыли в Шамани на автобусную станцию. Добро пожаловать в Шамани. Багажа у нас было много, как в настоящей экспедиции. Спальники, снаряжение, по 23 кг плюс ручная кладь. Нам идти 900 метров. Настоящие спортсмены не пользуются услугами такси. Погода в Шамани нас встретила замечательно. Кстати, реально. Обещали дождь, но оказалось, дождь только наверху. Приезжая в Шамани, попадаешь в сказку. Игрушечные домики, с любовью раскрашенные и украшенные цветами. Такие же игрушечные машинки, ресторанчики и магазины спортивного снаряжения, улыбки на лицах и атмосфера счастья вокруг. Народ отдыхает тут уже несколько веков. Традиции. Благородной, кажется, атмосфера такой дружественной, знаешь, к отличному отдыху. По пути мы зашли в магазин Snell Sports, в подвале которого находился пункт проката, и выбрали в аренду высотные ботинки и кошки для Жени, которые в итоге обошлись ей в 110 евро за 6 дней. Папа, ты будешь все время снимать? Не, ну такую красоту я же не могу не снимать. Сейчас надо на телефон еще снять. Магазин Snell Sports находится неподалеку от дома гидов Шамани, на стене которого изображены потрясающие объемные картины. Здесь все дышит историей альпинизма. Те, кто хочет, может здесь купить открытки и отправить их на почту. На почту России? Да, на почту России. Шамани город небольшой, и мы вскоре добрались до нашего отеля La Croix Blanche, расположенном на краю площади. Ну ты говорил, что 300 метров идти. 300 метров от центральной площади. Ага. Запахло французским парфюмом, обратите внимание, да? Говорили. Пап, давай вот сейчас ты перестанешь снимать. Почему? Вау. Вот так. Вот, большой номер. Отель за 60 евро за ночь оказался хоть и стареньким, но вполне приличным.
Просторные номера, душ и ванная. Кофемашина в этот сервис не входила, поэтому вечером пришлось кипятить чай на газовой горелке. Мы бросили вещи и пошли гулять по Шамани. У него была мечта подняться на Монблан, и вот он как раз вот разрабатывает, глядя на Монблан, он разрабатывает план восхождения на, значит, эту гору. И тот маршрут, по которому поднимались по Кары-Бальма, на сегодняшний момент остался как исторический. По нему никто не ходит, потому что это ледник, который уже наполовину стаял, потрескался, и, и там небезопасно. Руслан рассказал нам об истории альпинизма, о том, как Мишель Габриэль Паккар и Жак Бальма 8 августа 1786 года через ледник Бассон вдвоем поднялись на вершину Монблана. И как спустя год тот же Бальма сопроводил на вершину де Сюсюра, которого, вопреки исторической справедливости, долго считали первым покорителем Монблана. С Сюсюром и Бальма шли не менее 20 проводников, тащивших снаряжение и научное оборудование. А вот сейчас, Дима, наведи, открывается в облаках стена. Это наш переход между лагерем 2 Тетрус и лагерем Дегуте. Это один из самых технических и интересных участков восхождения на Монблан. Вот вы сейчас его видите, получается, в профиль. Что такое раклета, блин, папа? Смотри, ты не закажешь никак раклету. Вот что такое настоящая швейцарская раклетта с французским колоритом. Ну-ка подними. Мы пока его весь не сплавим, мы не уйдем отсюда. Нет, конечно. Слушай, тут действительно большая порция. Шикарно. А ты сейчас, вот смотри, сними вот так вот. Оба. Смотрите, опа. И потекла волна. Поужинать мы решили аутентично и заказали швейцарское национальное блюдо раклетте. Швейцария же рядом. Или сыр был хороший, или мы порядком проголодались, но ужин зашел на ура. В Шамани даже без гор было офигенно. Особенно в этом межсезонье, когда в ресторанах никого, народу на улице немного. Мечта. Не говоря уже о хлебе насущном, сыре и французском вине. Шамани ассоциируется с чем? С Монбланом, французской булкой, французским сыром и французским вином. Доброе утро. Шамани. 7 утра. Все спят, ни одной живой души. Шамани спит и ждет начала горнолыжного сезона. Кстати, здесь почти 100 лет назад, в 1924 году, была проведена международная спортивная неделя по случаю 8-й Олимпиады. Популярность проведенного события была столь высока, что его стали называть первыми зимними Олимпийскими играми. Медали разыгрывались в 7 дисциплинах: бобслей, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, хоккей с шайбой. В соревнованиях участвовало 16 стран и 280 спортсменов, в 10 раз меньше, чем в Сочи в 2014 году. Но жители города до сих пор бережно хранят антураж и традиции. Предстоящий день мы провели в атмосфере праздничной лени, слоняясь по городу, спортивным магазинам и ресторанчикам. Попутно составили раскладку и закупили по ней продукты. Получилось около 50 евро на человека. Так, вы на гору пошли или бухать? Мы на гору бухать. Наш 4-й участник Миша приехал первым автобусом из Женевы и оказался очень классным парнем. Бонусом он неплохо говорил по-французски. А самое главное, привез гитару. Ну реально гитару. Вы взвешиваете там каждый грамм? Люди, ну да, тут гитару. Да, так же как вино. Это вещи, которые нельзя взвешивать.
есть это, ну, само собой разумеется. Люди идут в горы зачем? Кайфовать. Правильно, они получают удовольствие от этого. Удовольствие от общения с природой, удовольствие от общения с участниками, удовольствие от процесса самого восхождения, даже если это трудно. Ну, так получаем удовольствие. Итак, мы были полностью готовы получать удовольствие на горе. Дотошный зритель спросит, а почему фильм называется «Как сводить детей на Монблан?» А я отвечу. В этот раз я же уговаривал и младшего сына с нами пойти. Я думал, что я назову фильм «Как сводить детей на Монблан». Вот. Но тут получилось, что один отказался. Вот. И поэтому я сейчас ломаю голову, как же назвать этот фильм. Так и назови. Хотел так, а получилось вот так.